Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале Ирония. Уже 10-й раз пытаюсь записать видео, постоянно кто-то ходит рядом, смотрит, заглядывает и так далее. Но это невозможно, в парке даже уединиться. Я решила абсолютно спонтанно записать это видео, значит, для вас. Почему? Потому что после моих видео о сухом голодании вы часто пишете, что вот у меня нет такой силы воли, и поэтому я, значит, не начинаю голодать, и вот нужна сила воли и так далее. Я вам хочу сказать, что я совсем другого склада человек, и мне не нужна эта сила воли. На ней, во всяком случае, я точно далеко не уеду. Есть люди, которым, да, нужно добиваться, нужна цель, и они идут к ней и так далее. У меня это построено совсем на другом. Сейчас вам расскажу, возможно, кому-то просто это будет полезно узнать, и, возможно, вы по-другому отнесетесь вообще к самому процессу. Вот в моем представлении сила воли – это что-то, какое-то противоестественное действие. Это то, что, вот, знаете, сейчас простым языком объясню. Вот когда вас кто-то подстрекает что-то сделать, вот ты должна похудеть, или ты должна там хорошо учиться, или еще что-то, и вы как бы уговариваете себя, что действительно это надо, и вы на силе воли, значит, вот приходите к какому-то результату. Например, вы хотите похудеть, и то вы хотите похудеть по тем причинам, что вам кто-то говорит, что вы там толстая или вы так решили. Но вам хочется съесть пирожное, и вот вы будете мучиться и противостоять своим желаниям, и вот на этой силе воли вы не будете есть это пирожное. И потом у вас будет хреновое настроение, точно так же это со спортом. Когда вам не хочется бегать, но вы считаете, что это полезно, и начинаете бегать, ищите какую-то альтернативу. Я не знаю, велосипед, вот как я это сделала. Не люблю я заниматься спортом. Я не люблю чего-то вот специально, искусственно добиваться. Должно все течь само собой. Вы должны просто быть как бы дирижером своей жизни и направлять вот течение жизни в какое-то русло вам нужное. И не должно через усилие вот это все происходить. Если оно идет через усилия, оно должно приносить вам не негативный стресс, а какое-то позитивное возбуждение. Нельзя не учитывать свои эмоции, потому что если вы будете на силе воли, стиснув зубы, чего-то добиваться, никакого удовлетворения вам это не принесет. И поэтому стоит ли этим заниматься? То есть надо подумать 10 раз. Вот я уже говорила, я, например, не сдерживаю себя, не ставлю себе никакие рамки. Если я хочу есть пирожное, или вообще вот я могу наедаться, если мне очень хочется, и я чувствую, что мне хочется наесться, я наедаюсь. Если мне хочется сбросить вес, я его сбрасываю. У меня нет никаких угрызений совести по этому поводу, и как бы через усилия я ничего не делаю. Не нравится мне эта система. Она, я поняла, для меня не работает. Сила воли выглядит для меня так, вот как я хочу, например, стать боссом, и вот я вижу эту цель, и мне пофигу, как я к ней приду, вот я иду по головам, там без разницы каким путем, но я приду к своей цели, потому что у меня есть сила воли, и я там где-то себя сдержу, где-то там переступлю через какие-то свои принципы, но я приду к цели. Ну вот это вариант вообще не для меня. Вот путь, по которому я иду, допустим, вот к тому, что я хочу, для меня важен путь. Вот сам путь важнее вот этой вот цели. Вы должны получать как-то на всех этапах какое-то удовольствие. И тогда вам будет легко идти, и не будет вот этих срывов дурацких. Что я хочу посоветовать людям, которым, как они говорят, не хватает силы воли? Вам надо общаться с людьми, которые поддержат ваши интересы. И тогда вам не будет никаких таких трудностей, например, преодолеть голодание несколько дней или пойти в горы куда-то, потому что у вас будет компания. Вот ищите себе людей, которые будут заниматься тем же, что и вы получите массу удовольствия, вам будет очень легко добиваться того, чего вы хотите. Хотя слово «добиваться» вообще для меня имеет какой-то негативный смысл. Идти к тому, чего вы хотите. Еще важный момент – делать все постепенно. Если вы хотите не есть, проследите за собой, что вы едите, позаписывайте, что вы едите в течение дня. Если вы хотите начать заниматься спортом, не надо бежать 2 километра сразу, и потом вы 100% вы забросите, не будете это делать. Или заниматься там полчаса, час. Делайте по 5 минут в день, по 5.
даже не по 10, по 5 минут в день, но каждый день. Вот делайте это, и вы будете это дальше делать. Или если вы учите язык, то же самое, 10 минут. Если вы будете мучиться по 45 минут, вы забросите, вы будете переутомляться. Сделайте для себя, выделите на своем будильнике там 5 минут на занимание какой-то деятельностью, и все, и у вас все получится. Скажу просто свое отношение. Так как я не на силе воли это все делаю, я это все делаю на намерение. Когда у меня получается в голове, как бы сформировывается намерение совершенно четкое, все, в этот момент, с этого момента у вас отпадают все трудности. Все абсолютно, все сомнения, какие-то там, я не знаю, размышления, думки о других людях. То есть вы знаете, что вы хотите, и все, и вам становится так легко, и вы знаете, у вас появляется уверенность, что у вас все получится абсолютно. И это самое лучшее, что только может быть. Опять-таки, я говорю для себя. Если у меня появляется намерение, я вдруг четко знаю, что мне надо делать. И если даже, например, трудный случай скажу, есть в вашем окружении какой-то человек, которому как бы вы и послать его не можете, и в то же время вам надо с ним общаться, и вам неприятно с ним общаться, и вот, допустим, какая-то подруга, которую вы тянете и не можете ей ничего сказать. В момент, когда вам приходит вот осознание и вот это намерение больше не слушать ее, все, у вас пропадают всякие сомнения, угрызения совести, я не знаю, там, думки о том, что она подумает, а что мне делать, или там как-то вы себя не будете хорошо чувствовать. Вы как раз в этот момент начинаете, наконец, думать о себе, и вы будете прекрасно себя чувствовать, и никаких угрызений совести, ничего, и вам прям облегчение придет, и я прям советую все делать вот именно на базе намерения. Я вам хочу сказать, что даже люди с раком, если у них намерение выздороветь, они выздоровеют. Это 100%. Делайте все, пожалуйста, без таких вот усилий, как, например, сейчас скажу, какая-нибудь зубрилка, вот, которая работает на оценку, потому что у нее какие-то комплексы, и вот ей нужно эту оценку сделать, хотя она сама не понимает, нахрена ей это нужно. Понимаете? И поэтому не надо так, в общем, делать. Аккуратно подумайте и придите к такому состоянию, когда вам точно будет ясно, что вы вот этого хотите. И тогда любое действие вам будет даваться даже не в разы, а просто очень легко. Все, я всех вас обнимаю, целую, до новых встреч, пока.